Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного короба. Долго тянуть не буду, приступаем. Для пошива я подготовила вот такое полотно, оно у меня с выпуклыми вот такими объемными элементами. Как его сделать, я уже показывала на своем канале, есть подробнейший мастер-класс. Для тех, кто не видел или пропустил, ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Переходите и смотрите. Итак, размеры моего полотна 55 на 23 сантиметра. Но у вас могут быть любые другие размеры. Все зависит от того, какой высоты и какого диаметра вы хотите сшить короб. Так как это полотно я шила из ненужной кофты, то была ограничена ее шириной. И вот если просто сшить из этого полотна короб, он будет просто маленький, но высокий. А для того, чтобы получился тот размер, который я хотела, вот тут я буду делать вставку. Я могла ее сделать из основного материала, но решила, что будет лучше выглядеть, если эта вставка будет из того трикотажа, из которого сделаны выпуклые элементы. В качестве нижнего слоя я использую спанбонд. Далее, как уплотнитель, поролон 0,5 толщиной и вот такой трикотаж. Так как я буду делать стежку и она будет проходить по косой, трикотаж нужно обязательно проклеить. Я проклеиваю обычным швейным флизелином крест-накрест, то есть доливая к поперечной. Если вы не знаете, как это сделать, хотите увидеть наглядно, то у меня есть коротенькое, но очень информативное видео, ссылку на которое я оставлю в описании под этим видео. Итак, я проклеила трикотаж, сейчас мне нужно нанести всего одну линию. И это будет моя разметка для стежки. Классический вариант совместить вот так край и сделать линию под углом 45 градусов. Но я решила в этот раз сделать 30. На самом деле абсолютно не важно, какую стежку вы сделаете. Главное тут задание скрепить все три слоя. Можно сделать свободно ходовую стежку, можно обычными квадратами, треугольниками, прямоугольниками, просто хаотичную стежку прямыми линиями. Абсолютно не важно. Все три слоя я скалываю и отправляюсь к машинке. Размеры моей вставки 23 на 27 сантиметров. Учитывайте то, что это уже с запасом, так как стежка всегда дает усадку. Итак, по намеченной линии я делаю строчку. Строчку делаю темной ниткой, той, которой я делала стежку свободно ходовую на основной детали. Вы же можете взять нитку в тон. Длина стежка у меня 3,5 мм. Теперь я ставлю ограничитель и выбираю, на каком расстоянии друг от друга у меня будут находиться строчки. Я делаю расстояние 2,5 см. И вот таким образом, ориентируясь на предыдущую строчку, делаю следующую. И так повторяю в одну и затем во вторую сторону. Так как трикотаж я проклеила, и не просто проклеила, а проклеила правильно, правильно его стабилизировала, то я не боюсь, что у меня будут перекосы или же этот материал потянется в одну или во вторую сторону. Когда я прошила все строчки в одну сторону, далее опять же делаю разметку всего одной линии, вот так, и делаю все точно так же. Также на этой детали я буду делать ручку. Для этого я выкроила из основной ткани, из той, которая у меня сделана основная заготовка, вот такую полоску шириной 5 сантиметров. Заутюжила на изнаночную сторону с двух сторон к центру. Далее у меня вот такая киперная лента шириной 2 сантиметра. Накладываю ее на будущую ручку и прошиваю по краю с одной и со второй стороны. Вот что должно получиться с изнанки и с лицевой стороны. Мне нравится этот способ тем, что киперная лента стабилизирует полностью любую ткань. Она не будет вытягиваться, растягиваться, все с ней будет отлично, но при этом нет лишней толщины.
Теперь, отступив от края 4 сантиметра, я делаю разметку, прикладываю ручку, срезаю лишнее и делаю строчку с одной и со второй стороны, чтобы закрепить. Ручка не должна быть слишком свободной, поэтому я рекомендую от 0,5 до 1 сантиметра ручку делать длиннее, нежели эта вставка. Теперь совмещаем детали, эту вставку и основную вот так лицом к лицу и пришиваем с одной и со второй стороны. Но также на этих швах лучше всего зафиксировать припуски. Когда вы прошили, вот я прошила только по одной стороне, вот так припуски в разные стороны, в разутюжку лучше всего отутюжить и сделать отстрочку с одной и со второй стороны. Таким образом вы зафиксируете эти припуски и все полотно будет ровным и красивым. Вот такой результат у меня получился. Изнаночная сторона и лицевая. Сейчас совмещаю вторую сторону и делаю все точно так же. Готово. Вот такая изнанка. И вот такой результат на лицевой стороне. Теперь измеряю, что у меня получилось вот таким образом и выкраиваю круги такие же по окружности. И также я простегала донышко точно таким же способом, как я уже показывала вставку. А вот подкладка основной детали у меня будет состоять из двух тканей. Подкладочная, кстати, в качестве подкладочной я использую плащевку. И также основная ткань вверху. Основная ткань у меня 7 сантиметров, остальная плащевка. Также не забывайте сделать прибавку на припуске. То есть для того, чтобы когда вы сшили эти две ткани, у вас получилась высота вашего короба. Сейчас иду к машинке и сшиваю, но не забываю оставить отверстие. Смотрите, вот я сшила, и вот тут я оставила отверстие для того, чтобы вывернуть потом готовый короб. На самом деле такое техническое отверстие очень удобно. Ну и такая подкладка, когда вверху есть основная ткань, мне очень понравилась. Сейчас сшиваю боковой шов, и мне остается совсем немного. Совмещаю донышко с основной деталью, скалываю прищепками и прошиваю. Точно так же делаю и на подкладке. Если у вас мало опыта, рекомендую все детали сметывать. Прошила. Теперь совмещаю лицом к лицу, то есть лицевая сторона подкладки с лицевой стороной короба. И совмещаю верхние срезы. Я скалываю с помощью прищепок. Если у вас мало опыта, лучше сметать. Иду к машинке, прошиваю. Вот что должно получиться, вот эта строчка и наше техническое отверстие, через которое мы вывернем, все очень легко и просто. Смотрите, вот так мне остается сделать отстрочку. Все выравниваю, смотрю, проверяю, иду к утюгу, утюжу и делаю отстрочку. Вот что у меня получилось. Вот так это хорошо выглядит аккуратно. И мне остается закрыть отверстие потайным стежком. Для удобства я выворачиваю короб на изнаночную сторону и таким образом сшить потайным стежком намного проще и удобнее. И на этом короб мой полностью готов, и своей работой я безумно довольна. Теперь хотелось бы еще вам показать, можно сказать, визуализировать вам еще разные варианты применения, так как очень часто в комментариях я получаю, куда это, зачем это, к чему это, для чего это. В общем, вопросов много. И вот я решила вам показать вот такие примеры. Конечно же, это картинки, это не фотографии. Но, возможно, они вас вдохновят на создание или применение данного короба. Ну и на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу,
все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.